Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. Наступает весна, и нам хочется чего-нибудь нового, интересного, красивого, поэтому я приготовила мастер-класс на новую шапочку крючком. По этому мастер-классу вы свяжете шапку на любой размер и абсолютно из любой пряжи. При этом рассчитывать ничего не нужно будет, поэтому вязание становится гораздо проще. Свою шапку я буду вязать из пряжи от фирмы Alize Cotton Gold. Это полухлопок, здесь 330 метров в 100 граммах. Думаю, все знают эту пряжу. Точно такая же пряжа — это джинс от Yarn Art. Набираю 10 воздушных петель. Теперь делаю одну воздушную петлю подъема. Теперь разворачиваем нашу косичку на вот эту сторону. У нас здесь будут вот такие вот перемычки. Вот они. Их видно. Они находятся вот с другой стороны. Вот наша другая сторона. И вот если боком повернуть, то вот они, вот эти вот перемычки. Будем первый ряд провязывать в эти перемычки. Провязываем обычные столбики без накида. Первый ряд. И последнюю петельку провязываем обычную за самую крайнюю петлю. Все, первый ряд мы провязали. Теперь делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и начинаем вязать за заднюю стеночку петли полустолбиками с накидом. Это у нас ниточка от наборного края. Делаем столбик, делаем накид, провязываем самую первую петельку, вот начинаю, за заднюю стеночку петли. Провязываем столбик, накид, вот передняя стеночка, вот задняя. Не за обе стенки, а только за заднюю. Мы так и будем вязать все время за заднюю стеночку петли. Провязываем полустолбики с накидом за заднюю стеночку петли до конца ряда. Последнюю петельку мы провязываем за обе стеночки, для того чтобы вот этот край у нас не растягивался и был более ровным. Провязываем за обе стеночки петли. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и начинаем все сначала. Делаем накид, самую первую петельку провязываем за заднюю стеночку, полустолбики с накидом. И дальше то же самое. Продолжаем наше вязание на протяжении всей длины вот этой нашей резинки. У нас будет получаться вот такая резинка. Она одинаковая с двух сторон. И мы ее будем вязать такой длины, какой у нас обхват головы. Либо примеряйте сразу на голову, либо измеряйте сантиметром. Но имейте в виду, немножко при носке будет вот эта ширина растягиваться, поэтому прям с запасом вязать эту резиночку не нужно. Не забываем, что последнюю петлю мы провязываем всегда за обе стеночки, не за заднюю.
чтобы укрепить наш край. Затем делаем воздушную петлю подъема, и каждый ряд мы начинаем с самой первой петельки, но сразу же за заднюю стеночку. Я связала длину резинки, которая мне нужна, примерила на голову. Резиночка одинаковая с двух сторон. Теперь я ее складываю пополам и буду соединять. Здесь у нас, где мы начинали вязать, косичка по краю. Вот за обе стеночки петли буду соединять с другой стороной, где я закончила, соединительными столбиками. Захватываю петлю этой стороны и петлю второй стороны и провязываю соединительный столбик. Закончили соединение. Вот с изнанки оно у нас выглядит вот так. С лица выглядит вот так. Шва даже незаметно. Теперь делаем воздушную петельку подъема. Выворачиваем на лицевую сторону нашу резиночку. В этом ряду мы уже будем переходить на вязание по кругу. И в этом самом первом ряду мы должны сделать прибавление, так как при переходе на круговое вязание основное полотно у нас будет уже, чем резинка. Прибавки будем делать следующим образом. В первую петельку мы провязываем 2 столбика без накида. В следующие 2 петельки провязываем по 1 столбику. Затем снова 2 столбика. Затем 2 по 1. Будем чередовать так на протяжении всего ряда. До конца ряда довязали, ряд замкнули в круг. Делаем воздушную петельку подъема и еще один ряд провязываем столбиками без накида, но уже без прибавлений. Провязываем все петельки, которые у нас получились с прибавками. Закончили ряд, соединили его соединительной петлей. Дальше делаем воздушную петлю подъема. В этом третьем ряду мы начинаем вязать узор. Первый ряд у нас будут шишечки, но шишечки будут не в предыдущий ряд, а на 2 ряда ниже. То есть будем вывязывать их из того ряда, из которого мы делали прибавки. Можно сказать, что с кромочного ряда резинки. Теперь мы пропускаем одну вот эту петельку, самую первую, и над второй петлей мы спускаемся ниже на 2 ряда. Вот. И будем отсюда вывязывать столбики. Провязываем накид, вытаскиваем петельку, провязываем столбик. Дальше делаем то же самое. Вывязываем из этой петли 5 столбиков. 3, 4, 5. Провязываем их все вместе. Дальше пропускаем одну петельку, следующую, и через одну провязываем столбики без накида 5 штук. 3, 4,
5. Теперь снова будем вывязывать шишечку. Пропускаем опять одну петельку и над следующей петлей опускаемся ниже на 2 ряда вот сюда. Снова вывязываем из этой петли 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем их все вместе. Дальше опять пропускаем следующую петельку и во вторую провязываем 5 столбиков без накида. Далее снова провязываем шишечку, пропуская одну петлю и над второй вот здесь вот. Таким образом провязываем весь этот ряд. Довязали ряд. У вас в конце вот здесь вот может не сойтись количество петель, к примеру, остаться 3 петли. Ничего страшного, пусть останется в конце 3 петли. Либо, если у вас осталось 2 петли, это совсем мало, значит, одну шишечку перенесите сюда на одну петлю, чтобы в конце вот более-менее одинаковое было расстояние. Это не сильно важно, но между первой и последней петелькой расстояние должно быть примерно такое же, как и между всеми шишечками. Пальчиком вот помогаем им вот так вот на лицевую сторону быть выпуклыми. И вот так они выглядят. Ряд закончен. Делаем воздушную петлю подъема. И следующий ряд провязываем просто столбики без накида в каждую петельку, которая у нас получилась в этом ряду. Провязали этот ряд, соединили его соединительной петлей. Дальше будем вязать другой узор. Делаем 2 воздушные петли подъема и первую петельку будем в крючок вставлять в первую самую петельку вот эту подъема. Вытаскиваем ниточку. Следующую будем вытаскивать из вот этого отверстия, откуда у нас выходили петли подъема. Вытащили. Затем из следующей петли и из следующей. Всего на крючке у нас 5 петель. Теперь все вместе их провязываем. Делаем воздушную петельку подъема. Дальше будем вытаскивать нить из вот этой самой первой петельки. 1. Следующие из петли вот этой. 2. Следующая из следующей петельки, которая у нас идет сразу же. 3. И еще 2 петли будем захватывать из ряда. Первая из ряда и вторая из ряда. 6 петель на крючке. Провязываем их все вместе. Делаем воздушную петельку подъема. Далее повторяем все то же самое. Провязываем петельку сюда, вытаскиваем ниточку из первой петли, из второй петли, из петли следующей и 2 петли захватываем из ряда. 6 петель на крючке, провязываем их все вместе. Делаем воздушную петельку подъема. Снова первая, вторая, вот эта, вторая, третья петля, следующая, 3 и 2 петли из ряда. Провязываем их вместе. Делаем воздушную петельку подъема. Повторяем все до конца ряда. 2, 3, 4, 5. Вытащили 5 петель, одна была на крючке, всего 6. Воздушная петля подъема. Провязываем так до конца ряда.
Вот такие звездочки получаются. Довязала последнюю звездочку, делаю воздушную петельку и присоединяю соединительной петлей к началу ряда. Все, ряд закончен. Когда мы связали первый ряд звездочек, теперь мы будем вязать второй ряд, как бы заканчивая эти звездочки. У нас здесь есть вот такие отверстия, которые образовались после вязания первого ряда. Вот в конце ряда мы замкнули вязание в круг. Теперь делаем воздушную петельку подъема. И в каждое вот это отверстие мы провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Этим рядом наши звездочки как бы замыкаются в круг. И рисунок уже завершается. Провязываем до конца ряда. Вот что получается. Довязали ряд столбиков без накида. Дальше повторяем ряд со звездочками. 2 воздушные петли подъема. Первую петельку вытаскиваем из нижней петли. Затем из следующей. И еще 2 петли из ряда. Самый первый раз в начале ряда на крючке 5 петель. Далее будет по 6. Воздушная петля подъема. И вытаскиваем петельки. 3 и 2 из ряда. Всего 6 петель. Воздушная петля. Это наш второй ряд со звездочками. После этого ряда мы провяжем ряд столбиками без накида. И еще один ряд со звездочками и столбиками без накида. Всего 3 ряда со звездочками. И закончится это рядом столбиками без накида. Закончили вязать рядом столбиков без накидов. Вот что получается у нас сейчас. Дальше провяжем еще 2 ряда столбиками без накида. И затем будем снова делать шишечки, которые мы делали в самом начале. Но располагать мы их будем не так, как они у нас были, а в шахматном порядке от этих шишечек. То есть здесь шишечка будет располагаться между 2 шишечками прошлого ряда. Провязываем сейчас 2 ряда столбиками без накида. То есть получается после рядов со звездочками у нас будет всего 3 ряда столбиков без накида. Так, закончили вязать наши ряды столбиками без накида. Теперь делаем воздушную петлю подъема и в этом ряду будем провязывать шишечки. Провязываем столбики без накида до того места, где у нас будет примерно располагаться шишечка. Смотрим на предыдущий ряд и примерно пальчиком определяем. Вот здесь у нас должна располагаться шишечка, так как в шахматном порядке. И вот здесь мы как раз ее будем располагать, только на 2 ряда ниже. Провязываем также 5 столбиков с накидом в эту петельку. Провязываем их вместе. Вот эту петельку, которая у нас наполовину прячется под столбик, мы ее не провязываем. Мы ее пропускаем и со следующей петли уже провязываем столбики без накида до следующего предполагаемого места шишечки. 3, 4, 5. Смотрим. Вот у нас были шишечки. Примерно вот здесь будет располагаться следующее. Если у вас здесь не 5 петель между шишечками, как вот в прошлый раз, здесь было между шишечками у нас по 5 петель. Если сейчас у вас здесь меньшее количество петель, к примеру 4, это могло произойти из-за того, что за счет вот этого узора немного убавились петли, когда мы провязывали
вот здесь вот столбики без накида. Если у вас здесь, к примеру, остается 4 петли, то вы тогда вот эту петельку перед шишечкой, как помните, мы здесь пропускали перед шишечкой одну петлю, вот этот пропуск не делайте. К примеру, вот у меня 5 петель, и вот здесь вот должна располагаться шишечка. Одну петлю я пропускаю так же, как и там. Если у вас 4 петли, то вы провязываете 5-ю петельку и не пропускайте здесь петлю, чтобы между шишечками по-прежнему было 5 петель, чтобы у нас было одинаковое количество петель по всей длине шапки, чтобы она у нас не была зигзагом и петли не уменьшались. Поэтому просто можно не делать пропуск между шишечкой, перед шишечкой, чтобы вернуть наше первоначальное количество петель. Вот эту мы не провязываем петельку, которая уходит под шишечку, прячется. Вот эту провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Если вы провязали 5 петель и у вас здесь еще остается расстояние, например, вот 2 шишечки, да, между ними должна располагаться, вот сейчас шишечка, вот она здесь у меня прямо лежит. Значит, я здесь пропускать петельку не буду. Я буду провязывать прямо вот сюда. Это я смотрю по тому, чтобы ровно между вот этими двумя прошлыми шишечками располагалась следующая, потому что они у нас сейчас идут в шахматном порядке. Следите за тем, чтобы петельки по всей шапочке не уменьшались, иначе у нас здесь будет широко, потом узко, широко и будет зигзаг. Нам это не нужно, поэтому в рядах с шишечками следите за этим моментом. Сейчас мы провяжем до конца ряд с шишечками, затем мы провяжем ряд столбиками без накида. И дальше мы снова будем вязать ряды со звездочками. 3 ряда со звездочками, чередуем их с рядами столбиками без накида. И далее снова ряд с шишечками. И таким образом мы чередуем эти два узора и провязываем по всей высоте шапочки до самой макушки. Если у вас есть желание, можете не использовать больше ряды с шишечками, а просто провязать звездочками всю высоту шапки. Я провязала высоту, которая мне нужна. Вот сейчас мне нужно уже закрывать макушку. У меня раппорт узора, получается, повторился 2 раза. У вас в зависимости от размера шапки, от величины, может быть другой размер, и может быть еще узор повторится. Сейчас после рядов со звездочками у нас идут ряды столбиков без накида, и в этих рядах я буду убавлять петли, формировать макушку. Мне нужно убавить петли. Делаю воздушную петлю подъема и провязываю ряд столбиками без накида, пропуская одну петлю. Одну вяжу, одну пропускаю, одну вяжу, одну пропускаю. И так я довязываю до конца ряда. Ряд довязали, замыкаю его соединительной петлей. А дальше провязываю просто ряд столбиками без накида, без убавлений. Воздушная петля подъема и провязываю полностью ряд во все петельки, которые у нас есть, столбиками без накида. Довязала. Следующий ряд снова ряд с убавками. Первую петельку провязываю, следующую пропускаю, провязываю, пропускаю. Повторяем до конца ряда. Вот таким образом выглядит макушка сейчас. Дальше по узору у меня
идут ряды с шишечками. Их я и буду здесь провязывать. У меня идет сейчас ряд как раз без убавлений. В этом ряду я буду провязывать шишечки. Но 5 петель между ними выдерживать я не буду, так как здесь уже мало петель. Между ними будет буквально 1 петля. 1-2 у вас может быть другое количество. Поэтому я буду также смотреть примерно, где они располагаются. Смотря на прошлый ряд с шишечками, между ними здесь будет вот это, в этом ряду шишечка. Они будут также в шахматном порядке идти, но только здесь между ними будет маленькое расстояние. Провязываю воздушную петлю подъема. И вот здесь 1 петля. И следом будет идти шишечка. Также опускаюсь на 2 ряда ниже, провязываю столбик с накидом 5 штук. Все так же, как мы вязали в прошлых рядах с шишечками. Все то же самое. Провязала. Дальше у меня 1 столбик без накида. И смотрю, где у меня в прошлый раз располагались шишечки, чтобы между ними сделать в этом ряду. Ну все, вот у меня буквально 1 петля. И дальше я снова провязываю шишечку. Опускаюсь на 2 ряда ниже. И все точно так же я провязываю. После шишечки провязала 1 петлю. И вот как раз у меня уже здесь будет располагаться следующее. Весь этот ряд у меня будут шишечки находиться рядом через 1 петлю. Если у вас высота шапки такая же, как у меня, то у вас все будет идти, убавки будут идти, как у меня. Но если у вас убавки на макушку пришлись на узоре вот этом звездочки, то делайте убавления в рядах со столбиками без накида. Дальше провязывайте ряд звездочек и 2 ряд убавлений провязывайте в рядах столбиками без накида. То есть в звездочках мы здесь будем провязывать не 2 петли в отверстие, а 1 петлю. В каждое отверстие по 1 петле. А это будет убавление. В общем, где бы у вас не заканчивалась макушка, мы должны сохранить узор и делать ряды с убавлениями в рядах столбиков без накида. Это получится на любой стадии узора, на шишечках, либо вот здесь я уже объяснила как. Провязываю ряд с шишечками до конца. Я провязала ряд с шишечками, они находятся совсем рядом друг с другом. Шапка приобрела форму уже с убавлениями. Дальше я буду провязывать ряд с убавлениями, так как у меня здесь еще достаточно большое отверстие, макушка не завершена. Как всегда мы делаем воздушную петлю подъема. И будем также делать убавление, как и до этого мы делали, пропуская 1 петельку. Провязываем целый ряд с убавлениями, пропуская 1 петлю. Этим рядом петли уменьшатся еще. Здесь между петлями, в петлях могут быть большие отверстия, поэтому, так как мы пропускаем здесь, поэтому здесь ниточку хорошо подтягивайте на крючке, чтобы не было дырочек. Провязываю ряд до конца. Вот у нас начало ряда было. Присоединяю соединительным столбиком. Смотрю. Достаточно большое отверстие осталось. Еще пока что его не стянуть. Поэтому следующий ряд провяжу
ряд столбиков без накида также, только без убавлений. Вся макушка у нас завершается, плавно получается через ряд. В одном ряду мы делаем убавление, в другом нет. В одном делаем, в другом нет. И до того, как у нас макушка сомкнется и останется совсем маленькое отверстие, чтобы можно было его стянуть иглой, мы будем убавлять. Провязывать ряды с убавлениями через одну петельку. Сейчас я довязываю ряд без убавлений, где столбики без накида просто я провязываю. И этот ряд без убавлений у меня стянул отверстие. Оно вот осталось такое маленькое. Сейчас его уже можно стянуть иглой, либо провяжите еще один ряд через одну петельку. Тогда петель будет еще меньше. Я провяжу еще ряд. Последняя петля. Все, отверстие практически закрылось само собой. Здесь я обрезаю нить. Вытаскиваю ее в петельку. Здесь немного есть отверстие маленькое, поэтому я ставлю нить в иглу и это отверстие затяну иглой. Сначала уведу иглу на изнанку. И просто пройдусь по кругу вокруг отверстия. Выверну на лицевую сторону, посмотрю. Отверстие затянулось. Дырочки здесь больше никакой нет. Поэтому убираю иглу, закрепляю вот эту нить крючком. Беру петельку и, как всегда, 2 воздушные петли провязываю и затягиваю. Я люблю, когда ниточки закреплены, чтобы не было никаких сюрпризов потом, поэтому я всегда закрепляю таким способом. Все, вот эту ниточку мы вдеваем иглу и прячем в полотно. Вот какая макушка получилась. Но еще раз повторяю, что ваша макушка может закончиться на рядах со звездочками. Ничего страшного, тоже будет красиво. Наша шапка готова. Сейчас мы проводим ВТО. Аккуратненькая макушка красивая. Если есть желание, можно пришить помпон. Все ровненько и красиво. Не забывайте поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Также задавайте вопросы в комментариях, если они у вас остались. И, конечно же, присылайте фото своих работ в директ моего инстаграм. Ссылочка всегда в описании. Всем приятного вязания. Жду от вас ваши шапочки.